Смерть накануне выборов. Америку потрясли жуткие кадры. Весь американский народ скорбит. Кто стоит за убийством президента? Именно такими заголовками пестрила вся американская пресса, радио и телевидение в ноябре 1963 года. Что случилось? Был убит Кеннеди. И в этом выпуске без всякой мистики и теории заговора, хотя насчет последнего я бы поспорил, мы дадим ответ на главный вопрос. Так кто же убил Кеннеди? Кто был непосредственным исполнителем, а кто заказчиком? Сколько на самом деле было выстрелов и кто стрелял? Почему Ли Харви Освальд убеждал в своей непричастности к убийству? Почему он был застрелен сразу же после того, как дал первые показания? Мы назовем все фамилии всех исполнителей, которые, между прочим, давно известны и более того, сидят в тюрьмах или умерли при загадочных обстоятельствах. Почему в такой спешке прямо на борту самолета присягу принял новый президент? И почему многие до сих пор хайпят на этой теме? Был ли Освальд двойным агентом? И при чем здесь мафия? Как сговор на почве жажды власти, личных амбиций и обид убрал с пути к лестнице власти человека, при котором Америка могла бы стать совершенно другой страной, полетит раньше всех в космос и, возможно, даже дружить с Советским Союзом? Возможно. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger. The president is dead. The first thing I heard about it was when... Absolute panic. Утро 22 ноября 1963 года. Пригород Далласа, отель Lamplighter. Из дверей выходит высокий, подтянутый мужчина. Он уже неделю живет в этом отеле. Периодически он уезжает на своем автомобиле. Отсутствует несколько часов, возвращается и больше не покидает номер. Служащим и администратору отеля даже в голову не может прийти, что багажник автомобиля этого человека в полном смысле забит оружием. Его зовут Джеймс Файлс. Джеймс едет в отель, который находится неподалеку, чтобы забрать еще одного мужчину, Джонни Розели. В небольшой блинной за городом Олл-Саф в утренние часы мало посетителей. Обращать внимание на мужчин, которые пришли сюда навстречу, просто некому. Двое мужчин сели за стол и заказали кофе. Они ждали третьего. Его звали Джек Руби. Вошел полноватый мужчина. Джонни и Джек пожали друг другу руки. Было заметно, что они давно знакомы. Пару минут был ненавязчивый разговор ни о чем. Затем Руби передал Розели конверт, попрощались и он ушел. Файлс и Розели садятся в машину и едут обратно в отель. По дороге Розели открывает конверт, в нем удостоверение секретных служб на разные имена и карта кортежа Кеннеди через Дилли Плаза. «Смотри-ка», — сказал Розели, — «они сделали всего одно изменение. Вот этот зигзаг. Хотя лучше бы они его не делали». Усмехнулся, свернул план и положил во внутренний карман пиджака. Остальной путь до отеля они проделали молча. Возле отеля их ждал мистер Николетти. Он сел в машину и все втроем отправились на Дилли Плаза. Припарковавшись за квартал от книгохранилища, Файлс и Николетти пошли пешком вдоль всей Дилли Плаза. Розели пошел в здание, которое располагалось рядом с книгохранилищем. Примерно в 10:30 Николетти резко остановился и спросил: «Может быть, меня подстрахуешь ты?» Файлс на секунду задумался, но быстро собрался и ответил: «Это будет большая честь для меня». «Тогда к делу», — сказал Николетти. «Мы с Розели будем в здании Дельтека. Где бы ты хотел находиться? Но это обязательно должно быть снаружи». Они немного прошли, и Файлс кивком, указав место, произнес: «Вот здесь, за заборами деревьями, прямо рядом с дорогой». «Хорошо», — ответил Николетти и сразу же задал вопрос: «Ты выбрал оружие?» «Да, я выбрал Firewall. Хороший ствол, удобно прячется в чемоданчик, на который никто не обратит внимания». Мужчины, не пожимая рук, разошлись в разные стороны. Файлс пошел к машине за винтовкой и через несколько минут вернулся на то же место, поставив на землю аккуратный чемоданчик. Метрах в 20 в стороне от него стояли два мужчины в черных костюмах и очках. «Классические идиоты», — мысленно усмехнулся Файлс. Мужчины потоптались на месте еще несколько минут и отошли дальше метров на 50.
Файлс начал более тщательно выбирать место, расстегнул чемодан, чтобы в самый последний момент, когда все будут наблюдать за кортежем президента, достать винтовку. И для такого опытного стрелка попасть в цель из винтовки с оптическим прицелом не составляло труда. Кортеж президента ехал по Дилли Плаза, затем свернул на Элм-стрит возле книгохранилища. Через несколько секунд раздалось два выстрела. Первым стрелял Николетти, затем второй выстрел Роззелли. Файлс мгновенно вскинул винтовку, в прицел он увидел, что одна пуля попала в президента. Он схватился правой рукой за шею и начал медленно клониться на Жаклин. Она приподняла его и начала усаживать на место. Файлс понял, что президент ранен. Но задача была попасть в голову. Медлить было нельзя. Еще секунда, и положение автомобиля станет таковым, что в прицеле будет Джеки, а целью была не она. Николетти и Файлс нажали на спусковые крючки практически одновременно, но пуля Николетти на 0,01 секунду попала первее, из-за чего голова президента чуть дернулась вперед. И в это же мгновение пуля Файлза попала в висок Кеннеди, вырвав фрагменты мозга и черепа, отбросив их на задний капот автомобиля. Файлс продолжал смотреть в прицел. Он видел, как Жаклин прокарабкалась на капот подобрать кусок черепа с волосами Кеннеди. Он спокойно убрал винтовку в чемоданчик, подобрал гильзу и прикусил ее. Эту привычку он приобрел давно. Ему нравился вкус и запах пороха, а прикус был его фирменным стилем, как подпись, как визитка. Он поставил ее на забор, как символ. Это был лишний жест, но в тот момент Файлс чувствовал себя выше толпы, выше всех. Он только что решил судьбы миллионов. Джеймс Файлс поднял чемоданчик и спокойно зашагал к машине, стоящей в пару кварталов от места, которое на многие годы станет местом загадок, мистификаций и самых невероятных теорий заговора. Как известно из истории человечества, свержение или убийство первых лиц государства за редким исключением является следствием того, что неуравновешенный псих возомнил себя богом. И история с убийством Кеннеди не исключение. И хотя официальной версией до сих пор являются коммунистические взгляды Ли Харви Освальда, мы точно знаем, что это не так. Ли Харви Освальд, безусловно, сыграл свою роль в этом деле. Он был причастен, но он не был убийцей. Чтобы понять, кто, зачем и почему убил Кеннеди, мало просто назвать имена, хотя в конце выпуска мы назовем их все. Нужно понять, какая политическая обстановка была на тот момент в США, какие подводные течения были в ФБР, ЦРУ, партия демократов и либералов, как складывалась экономическая ситуация и отношения с Советским Союзом. Без этого картина заговора просто будет неполной. В феврале 1961 года Кеннеди предстояло одобрить план военного вторжения на Кубу. Целью было свержение прокоммунистического режима Фиделя Кастро. Планирование этой операции началось еще в годы предшественника Кеннеди, Дуайта Эйзенхауэра. Начальники штабов и руководство ЦРУ убедили Эйзенхауэра, что свергнуть Кастро не составляет особого труда. На первом этапе операции на Кубе должны были высадиться отряды так называемых антикастровцев. Затем к ним должна была подключиться пятая колонна, которая существовала внутри Кубы. И на последнем этапе, в случае, если они не будут справляться, на помощь придет ВМФ США. Планирование операции в заливе Свиней было поручено Пентагону и ЦРУ. Курировали эту операцию Ховард Хант и Дэвид Энтли Филлипс. Последний сыграет не последнюю роль в покушении на Кеннеди, но об этом позже. Итак, 17 апреля 1961 года на Кубе началась высадка 2000 антикастровцев. Эта операция вошла в историю как вторжение в заливе Свиней. С самого утра Кеннеди созвал военных на совещание. На этот же день в Белом доме был назначен традиционный прием конгрессменов. Кеннеди вышел к гостям всего на несколько минут и вернулся в комнату совещаний, где пробыл уже до утра. Руководство ЦРУ убеждало, что как только произойдет высадка, подключится пятая колонна, и режим Кастро будет свергнут за несколько часов. Но операция с самого начала пошла не так, как было запланировано. Во-первых, Кастро знал точную дату вторжения еще за неделю до этого. Во-вторых, пятая колонна, не будучи до конца уверенной в своих силах, просто побоялась поддержать антикастровцев.
Уже к вечеру 17-го стало понятно, что восстание захлебнулось. И Пентагон, и ЦРУ ждали от Кеннеди только одного – поднять в воздух авиацию и выдвинуть авианосную группу к берегам Кубы, чтобы закончить операцию разгромом Фиделя. Но Кеннеди запретил вторжение. Его главным аргументом было то, что решение, за кем пойдет основная масса человечества, за Москвой или Вашингтоном, надо добиваться не с помощью военных средств, а с помощью экономических, политических, пропагандистских и других невоенных средств. Нерешительность Кеннеди повергла в шок всю верхушку милитаристски настроенных чиновников. Но, как мы знаем сегодня, Кеннеди, по сути, остановил начало Третьей мировой войны. Друзья, я хочу вам рассказать, что помимо моего хобби, ведения YouTube канала, у меня еще есть основная профессия. Я UX/UI дизайнер, и я готов помочь вам создать невероятные интерфейсы. На моем сайте вы найдете мои последние работы и проекты. Я работаю в сфере UX/UI дизайна уже много лет, и каждый проект для меня – это возможность сделать вашу идею легкой в использовании и привлекательной для ваших пользователей. В рамках моей деятельности я специализируюсь на следующих услугах: разработка веб-сайтов, создание лендингов, дизайн мобильных приложений, улучшение UX/UI уже существующих проектов и UX-экспертиза. С моими услугами вы получите не только красочный дизайн, но и инструменты для достижения ваших бизнес-целей. Мой опыт включает сотрудничество с разными брендами и компаниями, и я горжусь тем, что мои дизайны приносят реальные результаты. Если вам нужен профессиональный UX/UI дизайнер, готовый создать интерфейсы, которые будут удивлять и привлекать внимание пользователей, свяжитесь со мной прямо сейчас. Вся необходимая информация и контакты доступны на моем сайте по ссылке в описании. В дальнейшем США тихо, без афиширования уберут ракеты из Турции. В свою очередь Советский Союз вывезет весь арсенал с Кубы. Возможная война окончательно перейдет в стадию холодной. Такое решение очень поддерживал народ, но никак не правящая верхушка, которая выстраивала своеобразную коалицию против Кеннеди. Казалось бы, что может быть хуже, чем настроить против себя ЦРУ, Пентагон и ФБР? Но Кеннеди смог. Следующими, кто попал под удар, были техасские нефтяные магнаты. Кеннеди предложил урезать их льготу через сокращение закупки техасской нефти и увеличением экспорта нефти из арабских стран. Нефтяная политика Кеннеди грозила магнатам потерей десятки миллиардов долларов. Особой враждебностью Кеннеди отличался мультимиллионер и нефтяный магнат Лафайетт Хант. Он не любил Кеннеди не только за его нефтяную политику. Хант был ярким и по-своему удивительным человеком. Он лично тратил баснословные суммы на борьбу с коммунизмом. Он финансировал антикоммунистическую кампанию сенатора Маккартни. У него была блестящая личная служба разведки, возглавляемая бывшим начальником разведки штаба армии генералом МакАртуром. Тем самым МакАртуром, который дал победить коммунистическому режиму в Южной Корее. Но был отправлен в отставку за предложение сбросить атомные бомбы на Северную Корею и Китай. К октябрю 1963-го Лафайетт Хант был уверен, что на перевыборы идет президент с коммунистическими убеждениями. Допустить это было бы неоправимой ошибкой. Хант был третьим участником секретной беседы Джонсона и Гувера в Далласе в ночь перед убийством Кеннеди. В день убийства президента Кеннеди Хант находился в Далласе. Как только Хант узнал о том, что арестован предполагаемый убийца президента Ли Харви Освальд, он приказал своему помощнику немедленно проверить, можно ли беспрепятственно пробраться вместе с журналистами в здание управления далласской полицией, где находился арестованный. И вечером помощник сообщил ему, что он 3 раза входил и выходил из здания, и даже случайно оказался в одном лифте с Освальдом, когда того вели на допрос. На следующий день в здание вошел человек, Джек Руби, и Освальда не стало. Был убит тот, кто мог бы многое рассказать об убийстве президента США. И в довершении ко всему давление на мафию. Брат Кеннеди, Роберт, занимая пост прокурора, смог за все время правления посадить такое количество мафиози, которые не посадили предшественники за десятилетия. А в 60-е, стоит напомнить, связи между мафией и ЦРУ были не то что тесными, а можно было сказать рабочими.
Всю грязную работу ЦРУ поручала именно мафии, а те, в свою очередь, закрывали глаза на наркотрафик и горные дома, подпольное производство алкоголя и прочие моменты. Итак, с каким багажом подходит президент Кеннеди к президентским выборам, которые должны были состояться в 1964-м? Отношения обострены и накалены до предела со всеми ветвями власти. ЦРУ, ФБР, Пентагон, нефтяные магнаты и даже мафия – всем он как кость в горле. Последней каплей стал проект закона, по которому Федеральная резервная система должна была лишиться своего права монопольно печатать доллары и передать эту монополию государству. Добавим сюда щепотку потепления отношений с Советским Союзом и даже предложение Хрущеву поработать над совместной лунной программой. И мы получим только то, что и получила Америка 22 ноября 1963 года. Мы вплотную подошли к главному виновнику тех событий, естественно, по официальной версии. Так кем же был на самом деле Ли Харви Освальд? Рассматривать детально его рождение, юность, условия быта и психические отклонения, которых у него, кстати, не было, нет смысла. В личности Освальда не было того, что обычно присутствует у маньяков или серийных убийц. Освальд был третьим ребенком в семье, отец которого умер от сердечного приступа практически накануне его рождения. Мать осталась одна с 3 детьми. Вряд ли нужно уточнять, что, будучи одинокой, но ответственной матерью 3 детей, она как могла обеспечивала быт, питание и одежду. Старалась дать сыновьям, насколько это было возможно, лучшее образование. Детство Ли Харви, конечно, не было радужным. Только вдумайтесь, до момента поступления на службу в армии Освальды переезжали 21 раз. Ли Харви пришлось сменить 11 школ и даже побывать в приюте. Матери пришлось сдать туда детей, чтобы иметь полный рабочий день. Все возможные материалы о биографии Ли Харви по сути не имеют с ним ничего общего. Вы легко найдете заголовок, что он был психопатом, и какой-то доктор еще в детстве поставил ему этот диагноз. Якобы он был агрессивным, озлобленным, неадекватным, конфликтным и так далее. Но все дело в том, что эти свидетельства появились после того, как был убит и Кеннеди, и сам Освальд. Если же мы поднимем архивы его школьной выписки, то обнаружим совершенно противоположную картину. У него была хорошая успеваемость, он отлично разбирался и в истории, и в географии, любил классическую музыку, интересовался спортом, посещал кружки и вообще вел обычную жизнь обычного ребенка из небогатой семьи. У него не было скандалов дома и в школе, он не был выскочкой и не был изгоем. То есть Ли Харви Освальд был обычным среднестатистическим ребенком, не больше и не меньше. Просто кому-то после его смерти было выгодно навешать на него ярлыки, и мы знаем кому. Интересные моменты начинают происходить в жизни Освальда на рубеже 16-17 лет, когда он понимает, что единственный выход продвинуться в этой жизни – это армия. Тем более, что оба его брата пошли именно по этому пути, и их жизнь пошла на лад. В это время молодой Ли много читает. И читает не просто книги, а книги по теории коммунизма, социализма, Маркса и Энгельса. И находит идеи коммунизма весьма привлекательными. Именно в этот момент происходит его вербовка ЦРУ. Его куратором был Дэвид Этли Филлипс. В начале выпуска уже звучала эта фамилия. Да, это тот самый человек, который курировал операцию по вторжению на Кубу. Освальд был отличным экземпляром для дальнейшей работы, ведь основной противник США – это не Советский Союз и не Китай, это коммунизм. Дальше долгожданная армия, в которой молодой Освальд ничем не отличался. Еще один миф – он был классным стрелковым и снайпером. Увы, Освальд имел самые обычные результаты по стрельбе, не лучше и не хуже других. Молодой Освальд все больше одержим идеями коммунизма. Он досрочно расторгает контракт и принимает решение уехать в Советский Союз. Ведь только там, в колыбели коммунизма, он сможет познать все преимущества жизни рабочего человека. Он вылетает в Англию, затем в Финляндию и оттуда в Советский Союз. На том этапе он получает от своего куратора только одно указание: слушай, смотри, запоминай. Мы сами выйдем на связь. По прибытии в Советский Союз он поселяется в одной из гостиниц.
и первое время проводит как обычный турист, а затем отправляется в посольство, где просит разрешения принять гражданство Советского Союза. Москва отвечает отказом. Освальд не совсем понимает почему, ведь он знает историю коммунизма и, по его словам, всегда мечтал жить в Советском Союзе. Взволнованный отказом, он совершает попытку суицида прямо в гостиничном номере. На самом деле, этот эпизод – одна из самых загадочных страниц жизни Освальда, ведь до сих пор нет достоверных фактов, как была совершена попытка и была ли она вообще. Как бы там ни было, он попадает в больницу, и как только ему становится лучше, он отправляется в посольство США с просьбой об отказе от американского гражданства. И здесь он получает максимально быстрый ответ – да, без проблем. С этим отказом он снова идет в посольство Советского Союза, и на этот раз и здесь ответ «да». Он получает документ лица, претендующего на ВНЖ и гражданство. Но КГБ решает отправить этого назойливого американца подальше от Москвы, например, в Минск. По прибытию туда ему выделяют однокомнатную квартиру, устраивают на работу на завод с зарплатой почти 1400 рублей, что было неслыханно для наших рабочих. И жизнь, казалось бы, начала приобретать размеренный темп. Но очень быстро Освальд понимает, что заработанные деньги просто некуда тратить. Здесь нет ночных клубов, бильярдных и казино, баров и прочих прелестей западной жизни. В этот момент он знакомится с Мариной Прусаковой, красивой 19-летней девушкой. В апреле 1961 они поженились, а 15 февраля 1962 у них родилась дочь Джун Ли. И уже в июне 1962 Освальд принимает решение окончательно покинуть Советский Союз, полностью разочаровавшись в коммунистическом строе. Точнее, в стране, которая, по его мнению, не смогла реализовать все идеи настоящих коммунистов. Молодая семья селится в русском квартале близ Далласа. Ли устраивается то на одну работу, то на другую, пытаясь заработать больше денег. Обсуждает с соседом коммунистов и движение на Кубе. Его не устраивает ни уклад жизни в США, ни в Советском Союзе. Он раздает листовки на улицах с призывом помочь Кубе и в итоге отправляется в Мексику. Там он отправляется в посольство Советского Союза и снова просится в Советский Союз. В этот раз он получает категорический отказ и возвращается в Даллас. Он еще не знает, что пришел его час. Можно сказать, в какой-то степени звездный час. Много слухов и домыслов ходят вокруг персоны Освальда. Был ли он двойным агентом? Он шпионил в пользу Советского Союза или США? Истина достаточно проста и прозаична. Он был спящим агентом ЦРУ. Эту аббревиатуру наверняка знают все. Людей вербуют, и только в какой-то нужный момент они получают задание и выполняют его. Но случается и так, что люди проживают тихую и спокойную жизнь, и в итоге к их услугам так и не прибегает правительство или службы. Как агент он не представлял интереса для КГБ или для других спецслужб. Он не обладал выдающимися способностями, кроме тех, что знал русский. У него была правильная речь, он четко мог формулировать свои мысли. Достаточно начитан и хорошо ориентировался в политике. Таким был Ли Харви Освальд до марта 1963 года. Однажды в его доме раздался телефонный звонок. Жена была на кухне, и она готовила себе еду. Ли снял трубку. «Привет, сынок, это Дэвид. Дэвид Филлипс. У тебя найдется для меня время?» Ли хорошо запомнил адрес, который ему произнесли в трубке. Эта усадьба находилась в получасе езды от него. Быстро собравшись, он вышел на улицу и взял такси. Через 40 минут машина подъехала к дому. Большой, красивый особняк с высоким забором во дворе, которого стояли высокие сосны, отчего дом походил на какой-то средневековый замок. Ли нажал на кнопку звонка на воротах, лязгнула защелка и калитка открылась. Ли вошел во двор. На пороге дома его встречал Дэвид Филлипс. «Проходи, сынок, проходи», – слегка по-отечески заметил Филлипс. В гостиной Ли заметили еще двоих. Казалось, они безучастно сидели и болтали, но мимолетные взгляды, брошенные на него, сразу дали понять, кто перед ним, и что это не случайные люди. Тем временем Филлипс разливал по стакану виски. «Не буду тянуть время», – сказал Филлипс. «Ты ведь понимаешь, что если я тебя пригласил, то это не для того, чтобы вспомнить юношеские годы. Мне нужна твоя помощь».
Конечно, мистер Филлипс, я слушаю вас. Вот документы, протягивая руку с водительским удостоверением, на котором была фотография Ли, но в графе имя значилось Арнольд Хайдел. Завтра по этим документам ты купишь в оружейном магазине винтовку и револьвер. Винтовка на твой выбор, что-то с оптикой. И обязательно револьвер. Это мистер Файлс и мистер Розели. Ты ведь окажешь им услугу, сынок? Конечно, Дэвид. Ну вот и славно, они свяжутся с тобой. А пока спасибо, что приехал. Возвращайся домой. Кстати, вы уже придумали, как назовете второго малыша? Еще нет, сэр. Ну, еще есть время. Похлопав по плечу Ли, Филлипс проводил его до ворот. Что скажешь? Человек с небольшим шрамом на подбородке обратился к собеседнику. Не знаю, в конечном итоге, я думаю, сгодится. Так закончилась встреча, продолжение которой станет одним из самых громких преступлений 20 века. 14 ноября 1963 года в квартире Освальдов раздался телефонный звонок. Ли запомнил адрес и молча положил трубку. 15 ноября он стоял у мотеля Lamplighter. Навстречу из номера ему вышел Файлс, пожал руку, и они сели в машину Файлза. Файлс попросил показать ему пустырь или лесополосу, где бы они могли пристрелять оружие. Через полчаса машина остановилась в лесу. Файлс достал винтовку с оптическим прицелом и начал пристрелку. «Мог бы и свою взять», — сказал Файлс. «Да, честно говоря, я не увлекаюсь стрельбой», — спокойно ответил Освальд. Через полчаса Файлс, удовлетворенный результатом, аккуратно собрал винтовку и упаковал в специальный чемодан. «Поехали!» «Куда сейчас?» – спросил Освальд. «Покатаемся по городу», – ответил Файлс. Катания по городу казались абсолютно бесцельные. По улочкам и переулкам, с небольшими остановками и перекусами продолжались вплоть до 21 ноября. Освальд, по сути, выступал просто в роли гида, хотя и не понимал, что можно рассматривать в Далласе, просто катаясь одними и теми же маршрутами. В этот день Файлс, прощаясь с Освальдом, сказал: «Завтра можешь не приезжать утром. Последняя просьба. Завтра я собираюсь домой. Помнишь винтовку, которую ты купил?» «Да, конечно. Возьми ее завтра с собой на работу. Я перед отъездом хочу забрать ее с собой». Больше они не виделись. Утром 22 ноября Освальд собирается на работу. Аккуратно заматывает винтовку в крафт-бумагу, стягивает шпагатом и идет на работу. Он ставит винтовку на 6-м этаже в углу комнаты и начинает рабочий день. Все утро его не покидает ощущение тревоги, но он никак не может объяснить, чем это вызвано. Ближе к 12 часам дня на улицах города собирается толпа, и шум становится таким, что Освальд, несмотря на теплый солнечный день, высовывается из окна на 6-м этаже, смотрит на улицу и закрывает его. В 12:20 на улице раздаются первые выстрелы. Толпа на улице переходит от простого шума на невыносимый рев. Освальд бросается к окну и на несколько секунд стоит в оцепенении. Он понимает, что произошло, как с этим связан он. В углу стоит винтовка, в которую он же и принес сюда. Он лихорадочно срывает бумагу и вытирает отпечатки пальцев, бросает винтовку в угол и буквально летит вниз по ступеням. На 2-м этаже он сталкивается с полицейским Марианом Бейкером и своим начальником Роем Трулли. Полицейский выхватывает пистолет, но Трулли успокаивает его. «Это наш работник». Полицейский опускает оружие, Освальд спокойно спускается и покидает хранилище через парадный вход. В 12:45 он уже дома. Быстро переодевается, кладет в карман легкой куртки револьвер и в 13:00 покидает дом. Мысли в голове крутятся в лихорадочном танце. Филлипс, ну конечно же, скорее к нему. И тут же Ли понимает, ведь именно с Филлипса все и началось. Сейчас нужно просто уйти подальше от места событий. Зайти в какое-нибудь кафе и успокоиться. Погруженный в свои мысли, он не сразу замечает полицейского, который движется в его сторону с противоположной стороны улицы, на ходу доставая пистолет. Ли, как во сне, засовывает руку в карман, где лежит револьвер, и в этот момент из-за его спины гремят выстрелы. 1-й, 2-й, 3-й. Ли бросается в сторону, бежит по улице и, забегая в кинотеатр, слышит еще один выстрел. Уборщик кинотеатра тут же звонит в полицию. Патрульные прибывают к зданию через несколько минут. На улице лежит застреленный полицейский Типпет.
Патрульные врываются в кинотеатр и без труда задерживают Освальда. В 14:00 убийца Кеннеди арестован. За этой картиной наблюдает Розели. Он надвигает шляпу на глаза, спокойно поворачивается и уходит. Через 2 квартала он выбросит в урну бумажный пакет с револьвером, в котором не хватает 4 патронов. Ли Харви Освальда доставляют в полицейский участок. К 19:00 ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве полицейского Типпета. И утром 23 ноября Освальду предъявляют подозрение как возможному убийце президента Кеннеди. 24 ноября при попытке перевести Освальда в окружную тюрьму в него в упор стреляет владелец ночного клуба Джек Руби. Уже в бессознательном состоянии Освальда доставляют в больницу Паркленда, где 2 днями ранее скончался Кеннеди. В 13:07 врачи констатируют смерть в связи с ранением, несовместимым с жизнью. Последняя фраза, которую выкрикнул Освальд журналистам, буквально перед тем, как в него выстрелил Джек Руби, была: «Я не убивал президента. Я просто подсадная утка. Я не стрелял в президента». Роль Тремпеля, которая была уготована Ли Харви Освальду, была отыграна сполна. Тремпель на жаргоне спецслужб – это человек, на которого можно повесить преступление, которого он не совершал. Теперь, когда мы прошли все ключевые этапы этой истории, все, что нам остается сделать, это собрать пазл. Итак, приступим. В заговоре с целью убийства президента США Джона Кеннеди принимали участие вице-президент Линдон Джонсон. Это именно он принял присягу как новый президент, прямо на борту самолета, летящего в Вашингтон через несколько часов после гибели Кеннеди. Директор ФБР Эдгар Гувер. После того, как Кеннеди уволил Аллена Далласа и урезал полномочия ФБР, он стал личным врагом Гувера. Мафия. Чак Николетти, правая рука чикагской мафии Сэма Джонкана. Джонни Розели, человек мафии, который являлся связным между мафией и ЦРУ. Джеймс Файлс, Джек Руби. Дэвид Этли Филлипс, агент ЦРУ, который лично курировал и Ли Харви Освальда, и Джеймса Файлза. Лафайет Хант, техасский нефтяной король, который имел прямые огромные финансовые интересы на рынках нефтепродуктов тогдашней Америки. Теперь остается только расставить все события по порядку. Итак, Линдон Джонсон, Эдгар Гувер и Лафайет Хант принимают решение устранить Кеннеди. Это поручено сделать Сэму Джонкана, главе чикагской мафии. Сэм Джонкана подключает Чака Николетти, Джонни Розели и Джеймса Файлза. Розели выходит на Дэвида Филлипса из ЦРУ с просьбой организовать прикрытие. Филлипс связывается с Ли Харви Освальдом и фактически готовит легенду для того, чтобы подставить его. 22 ноября Чак Николетти, Джонни Розели и Джеймс Файлз с 3 разных точек расстреливают президентский кортеж. Кеннеди умирает в больнице. Розели ведет Ли Харви Освальда по улицам города, пока он нужен живым. Но вмешивается полицейский Типпет, и Розели приходится его убить. После того, как Освальд задержан и ему предъявлены все обвинения, Лафайет Хант снова связывается с Джонкана и отдает приказ на устранение Освальда. 24 ноября Джек Руби застрелит Освальда. Согласно законам штата Техас, расследование сразу же приостанавливается, так как главный подозреваемый мертв. Безусловно, в нашем расследовании мы опустили множество фактов, но, как правило, они либо давно освещены, либо не имеют значительного влияния на конечный результат. Не так давно правительство США наконец-то рассекретило часть материалов по делу Кеннеди. Мы внимательно с ними ознакомились, это около 800 страниц. И знаете, что мы там нашли? Ничего. Ничего, что могло бы пролить свет на эту историю. В документах содержатся отчеты ЦРУ и ФБР об Освальде, и фактически только о нем. Как передвигался, что сказал по телефону, когда поругался с женой. Забавно, но в минской квартире его слушала и ЦРУ, и КГБ. Это есть в отчетах. Но та ли это информация, которая по сей день интересует многих? По закону документы должны быть рассекречены спустя 20 лет с момента гибели Кеннеди, то есть в 1983 году.
И почти до нынешнего времени все президенты откладывали этот момент. Последними были Трамп и Байден. И только при Байдене архивы были опубликованы, но только 80% материалов. Публикацию еще 20% отложили до 2038 года. Хотя на самом деле это уже не имеет никакого большого значения. В 70-х годах был выпущен отчет комиссии Уоррена. И это преподносилось как что-то невероятное. Что-то, что развернет ход дела практически вспять. Но комиссия единогласно приняла решение, что на основании всех изученных доказательств они оставляют выводы без изменений. Убийцей Джона Кеннеди признан Ли Харви Освальд. Комиссию абсолютно не смутили факты. Винтовка Ли Харви Освальда была абсолютно не пристрелена. Парафиновый тест – это тест на наличие остатков пороха на лице и руках Освальда. Дал негативный результат. Пули, попавшие в тело президента, не могли быть выпущены из винтовки Освальда. Пули из тела полицейского Типпета не соответствовали револьверу Освальда. При аресте барабан револьвера Освальда был полон. И таких несостыковок в этом деле можно перечислять еще несколько страниц. Но кто-то, видимо, очень не хотел, чтобы реальная история вылезала наружу. И не хочет этого по сей день. Интересен и тот момент, что большинство исполнителей и лиц, задействованных в этой истории, практически в течение года-двух так или иначе скончались. У кого-то был рак, сердечный приступ, левша застрелился, держа пистолет в правой руке, пропал без вести, снова сердечный приступ. Единственный, кто сегодня отбывает свое пожизненное, Джеймс Файлс. Ему уже почти 90 лет, но из тюрьмы он никогда не выйдет. Материал, который мы собирали по крупицам, при желании вы можете найти сами. В сегодняшнем мире цифровых технологий и информации нет ничего невозможного. Мы надеемся, что работа, проделанная нами, была проделана не зря. Что ж, пожалуй, на этом папку с делом Кеннеди можно окончательно закрыть. Теперь вам вряд ли нужно будет вбивать в поиски YouTube, кто убил Кеннеди. Теперь вы все знаете. Простите, если мы развеяли легенду. Мы лишь взяли голые факты, подключили сбор информации, обработали ее и предоставили вам в простом и понятном виде. Я буду благодарен, если вы выскажете свое мнение в комментариях, а также за ваш лайк и подписку на канал. Что делать и куда нажимать, вы знаете. До скорых встреч, дорогие друзья!